Слуцк – небольшой город в Минской области с многовековой историей, известный за пределами Беларуси благодаря знаменитым слуцким поясам. Люди в погонах знают его и как столицу военных железнодорожников. С 2011 года здесь обосновалась 30-я отдельная железнодорожная краснознаменная бригада. Свою историю соединения начало в июле 1941 года в городе Мичуринске Тамбовской области. На протяжении 4 лет войны солдаты и офицеры выполняли боевые задачи по прикрытию и восстановлению железных дорог. За время Великой Отечественной войны воины 30-й железнодорожной бригады восстановили 1225 километров железнодорожных путей, около 200 мостов, построили 230 километров новых дорог, возвели более 270 искусственных сооружений. Бригада воевала в районе блокадного Ленинграда. Штаб бригады стоял в таких населенных пунктах, как Волховстрой, Дно, Псков, Старая Руса. Закончила участие в боевых действиях бригада после восстановления железнодорожного узла Рига. После окончания войны соединение передислоцировалось в Донбасс для обустройства путей к шахтам. Далее еще 5 переездов и конечная точка Слуцк. До 1950 года бригада находилась на Донбассе. С конца 1950 до 1965 года строили железные дороги в Казахстане и на Урале. С 1965 года бригада дислоцировалась в городе Минске. С 1965 по 1992 год штаб бригады находился в городе Минске. С 1992 по 2011 год бригада находилась в городе Жодино. С 2011 года бригада передислоцирована в город Слуцк. Значимость службы воинов-железнодорожников трудно переоценить. Огромную помощь специалисты 30-й бригады оказывают народному хозяйству страны. Военнослужащими построены железнодорожные обходы вокруг Минска, областных и районных центров. Произведена реконструкция таких железнодорожных станций, как Минск-Товарный, Южный, Степянка, Гомель-Центральный и еще десятков вокзалов страны. Личный состав прокладывал железнодорожные пути к крупнейшим предприятиям – БМЗ, МАЗ, БелАЗ. Масштабными проектами, в которых железнодорожники приняли участие, стали мемориал на острове Мужества и Скорби и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Все вышеперечисленное – лишь малая часть от общего объема выполненных задач. Воины и железнодорожники постоянно возводят наплавные мосты, ремонтируют переправы и подъездные железнодорожные пути. Ежегодно, как только сходит лед, личный штаб батальона совершает марш в район и приступает к его наведению. Как правило, для наводки необходимо от 2 до 3 суток. Личный состав из года в год только совершенствует, и сроки эти ускоряются. В основном это объекты военных городков Министерства обороны. Еще издали, подъезжая к полигону бригады, слышен грохот работающих машин. Отбойные молотки, подъемные краны и путеукладчики – боевое оружие соединения. Обучение узкопрофильных кадров происходит прямо здесь, в центре подготовки, расположенном на полигоне Лесище. Молодые воины осваивают здесь 15 специальностей. Грейдерист, бульдозерист, оператор ПБ-3М, оператор дизель-молота и другие. Средний срок обучения военнослужащего у нас занимает 3 месяца. Военнослужащий проходит теоретическую и практическую подготовку и уже может после обучения самостоятельно работать. Этот год мы в школе подготовки специалистов планируем получить лицензию установленного образца государственного по подготовке водителей, машинистов-экскаваторщиков категории F. Военнослужащие срочной службы не просто обретают военно-учетную специальность, а становятся высококлассными специалистами, для которых после увольнения в запас распахнуты двери большинства строительных предприятий. Эти специалисты, они, если здесь получат удостоверение, они получают здесь удостоверение государственного образца, это бульдозер и грейдер. То есть им выдает это удостоверение Гостехнадзор, и в перспективе молодые люди, которые пройдут службу в вооруженных силах, они могут
когда отслужили на гражданке, найти себя в этой специальности и трудоустроиться. Территория соединения – особый мир. Жизнь кипит в каждом уголке. Все сделано с душой, для людей. Деревянные беседки для встреч солдат с родными. Новое футбольное поле для спорта по вечерам. Православная церковь, двери которой открыты ежедневно. Все, что делается на сегодняшний день в бригаде, это, конечно же, направлено в первую очередь на улучшение жизни и быта военнослужащих бригады. В том числе и, конечно же, немаловажен тот факт, что и обращаем внимание на родителей, которые приезжают в бригаду и радуются за то место, где их сыновья проходят службу. Мы с удовольствием с ними встречаемся, общаемся, решаем, может быть, какие-то проблемы, которые возникают. Воины-железнодорожники прокладывают дороги там, где их, казалось бы, не может быть. Наводят переправы через реки, строят мосты. И пусть порой их служба нелегкая, но солдаты и офицеры точно знают, что защищать страну и помогать людям – дело благое.